Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня хотелось бы уделить внимание нашей красавице Нурбану Султан. Мы все знаем по сериалу «Великолепного века», что девушка попала во дворец в юном возрасте. Но уж поздно она появилась, аж в 4-м сезоне. Как только девушка становится наложницей Селима, то разные невероятные способы убийств так и применялись к девушке нашими сценаристами. То ее душат в ванной, то Хариджихан пытается ее убить и подставить, то разные наемные люди охотятся за ней, и все с гуся вода. Нурбану стоит живая и невредимая. Как же она умрет? Неужели второе ее имя – удача? А давайте вспомним про нашу Нурбану, кем она была по истории, и попробуем в этом во всем разобраться. Итак, родилась девочка в 1525 году на острове Парос в архипелаге Киклады. В то время это была республика Венеции. Девочка была рождена вне брака. Отец ее Никола Виньера, а мать Виоланта Бафа. Никола был губернатором Парос, но вот с именем девочки произошла путаница, и по сей день историки не могут назвать точного имени Нурбану. Кто-то считает, что ее звали Сесилия, другие считают, что она Оливия, а османские летописцы указывают на имя Рахель Мария Насси. И сведения о ее родителях у османов тоже другие. Они пишут, что ее мать была Виоланта Бафа, а отцом был испанский еврей. К сожалению, имени не сохранилось, и историки придерживаются первой версии ее происхождения, так как простая девушка не могла стать так быстро и беспрепятственно фавориткой и впоследствии самой любимой женщиной Селима. Все указывает на то, что девушке помогали, и не просто за ее красивые глаза. Когда Сесилия попала в Топкапы, ей дали имя Нурбану. Оно означает «лучезарная». Девочка подросла и удостоилась внимания Селима. В то время о султане речь вообще не шла, так как Селим и сам не верил в то, что он сможет им стать. Так как на очередь к престолу стояли сильные соперники – это Мустафа, самый старший брат, и Баязид. Сулейман не сильно благоволил Селиму. По каким причинам точно неизвестно. Многие пишут из-за пьянства, но это не подтверждено. И на этот счет уже есть версия. Мы не будем на ней останавливаться, так как мы уже об этом говорили вот в этом видео. Вы можете перейти по подсказочке выше или по ссылке в описании к этому видео. Историки рассказывают, что Селима сделала Нурбану, так как именно сильная женщина смогла повлиять на поведение Шахзаде, и его отец повернулся к своему сыну и пересмотрел свое отношение. Когда Селиму пришло время ехать в Санджак, Нурбану отправилась вместе с ним. Султанша сумела подарить Селиму 4 прекрасных детей, 3 девочек – Шах-Султан, Эсмехан Султан и Фатьма Султан, и сына Мурада, который в свое время взойдет на престол и сделает Нурбану валиде, первая валиде. Но Нурбану у Селима была не одна наложница, гарем был, и дети в нем тоже. У Селима историки насчитывают до 9 детей, которых потом убили, когда Мурад взошел на престол. Более подробнее вы можете ознакомиться в этом видео по подсказке выше или по ссылке в описании к этому видео. Нурбану очень хорошо общалась с великим визирем Соколу, с которым она и будет править за своего сына, пока тот будет развлекаться в гаремах. Дочерей Нурбану тоже выдала замуж очень удачно за влиятельных государственных деятелей. После смерти Селима Мурад стал султаном, и Нурбану нашла ему наложницу, которая впоследствии и станет валиде. Эту девушку будут звать Софие. В сериале нам показали, что ее подарила Мураду Михримах, но это не так. Софие была дальней родственницей Нурбану, ее звали Софья Бафа, и именно под влиянием Нурбану София стала единственной и самой любимой на долгие годы. Опять же, есть и другая версия, что Нурбану наоборот не сильно благоволила фаворитке своего сына, но мы пока рассматриваем именно этот исход событий. К сожалению, нам не показали, как умрет Нурбану в сериале, хотя многие просят снять 5-й сезон и продолжение Великолепного века.
но мы можем посмотреть, как это было по истории. Нурбану умерла 7 декабря 1583 году. Ей было 58 лет. Записи лекарей свидетельствовали о естественной смерти от старости. Нурбану была первой валиде и первой, которую похоронили рядом с султаном, с ее мужем Селимом. Ранее так делать было нельзя. Жен хоронили отдельно, что очень хорошо видно в случае с Хюррем и Сулейманом. У Нурбану есть ее мечеть Атике-Валиде. Ее построил сын Мурат. Он долгое время носил траур по его матери. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее. Thank you.